Всем привет! Сегодня мы с вами начинаем программу, которая связана с управлением состоянием, с тем, насколько просто можно будет его внедрить в тело. Мы с вами про это говорили на наших семинарах по омоложению, на семинаре по поводу того, как добавить себе энергии, достичь любую амбициозную цель. И это было заданием на нашем тренинге «Ресурсный потенциал». Мы с вами продолжаем двигаться. Для участников этого проекта это будет задача, работа, которую они будут продолжать делать вместе со мной. Я помогу настроить и выстроить тело на тончайшие нюансы каждого состояния, которое необходимо. Это связано с тем, как мы просыпаемся. Это программа, этот курс, это то, как мы встречаем новый день. Самая классная штука, которую вы можете сделать для себя, это правильно проснуться, правильно встать. Когда вы встаете правильно, когда вы просыпаетесь, когда вы делаете какие-то ритуалы, я называю это так, когда вы подзаряжаете себя с самого утра, вы настраиваете себя на целый день. То есть это на самом деле, когда мы спим, когда мы идем вот в сон, да, мы по сути умираем, да, и это состояние раз возродиться, родиться нужно правильным способом. И я предлагаю вам присоединяться к нашей программе, присоединяться к тому, что мы будем с вами делать. Подготовила для этого чистые листы, буду помогать вам настраиваться. И сегодняшнее видео, оно такое обучающее и объясняющее то, как это будет происходить, что нужно для этого сделать. Я напоминаю вам о том, что значит якоря, телесные якоря. В данный момент мы говорим о том, что для каждого состояния, для каждого вообще слова, для того, что, чем мы апеллируем в жизни, у нас есть какое-то понимание, есть понятие, да, то есть если мы говорим слово «стул», у нас сразу рисуется определенный образ, что такое стул, да, что у него есть спинка, что у него есть ножки, что у него есть сиденье, и то есть у вас сразу рисуется определенный свой образ. Точно так же, причем стулья могут быть разные, да, правильно? Вы подумали, о каком стуле вы сейчас подумали? Напишите прямо сейчас, о каком стуле вы подумали. Это уже начинается работа над собой. Прямо сейчас, когда будете делать задание по этому видео, прямо сразу пишите комментарий. И будете описывать этот комментарий, будет видно, что вы это сделали. Это важно. Когда вы начинаете сразу делать что-то, у вас откладывается, и это будет действительно для вас очень классная работа. Эти комментарии я жду на своем сайте magicconfit.ru. По ссылке по этому видео смотрите видео там и оставляйте комментарии там. Я буду вас комментировать, я буду вам помогать. Следующее, что вы делаете, да? Смотрите, вот вы представили себе стул. Точно так же каждое слово, которое вот у нас есть в отношении состояния по отношению к себе, да, то есть к внутреннему состоянию. Например, возьмем состояние какое? Бодрость. Вот всем нужно это состояние с утра. Но большая часть людей, мы когда разбирали это, бодрость. Да? И большая часть людей сказать, что да, хочется бодрости с утра, то есть хочется встать и сразу бодрым быть, да, то есть для этого надо, тело просыпается, представьте, ну какая бодрость с самого начала, то есть вы просыпаетесь, вы подтягиваетесь, вы это делаете таким способом, вы зеваете, вы там чувствуете свое тело, вы входите в свое тело, вы чувствуете, как ваши руки, ноги, на самом деле вы не совсем в теле были, вы были совсем в другом состоянии, если вы знаете, да, и вы начинаете как бы оживать, вы начинаете свое тело как бы вместе со своей душой, со своим духом интегрировать друг в друга. И здесь задача наша по максимуму взбодрить себя таким способом, как это необходимо. Зависит от того, как вы заснули. На самом деле и засыпать нужно правильно, потому что в этот момент мы восстанавливаемся. Если вы заснули после каких-то ссор, конфликтов, расстройства, после того, как вы смотрели какой-то боевик, ужастик или еще что-то, ну, то есть как бы это то, что вы закладываете в свой сон, поэтому вы засыпаете правильно. Но мы сейчас говорим про то, как просыпаться, поэтому можно это состояние, если вы как-то там заснули, вам что-то не то снилось, или как-то вы тревожно спали, или не совсем не выспались, все равно можно это состояние улучшить, и с каждым разом вот вы это будете в себя встраивать. По поводу бодрости, когда мы говорим слово бодрость, прямо сейчас тоже вторая задача, которую вы делаете, прямо сейчас, первое, сейчас напишу прямо, первое, это вам надо было написать про стул, первое, стул, второе, вы пишете ассоциации со словом бодрость, бодрость. И вы вспоминаете, что значит для вас бодрость. Вспомните, когда вы были бодрыми. Вспомните, что значит для вас бодрость. В какой ситуации вы оказываетесь, где, в каком месте. Вспомните, какая это была ситуация, когда вы вот 100% чувствовали себя бодрым. Было же такое хоть раз в жизни? 100% было. Вспомнили, да? И когда вы чувствовали себя бодрым, что в этот момент вы делали, чего достигали, все уже тело мне пошло. Видите, как реагирует 100%? Вы, наверное, тоже там задвигались. Потому что тело начинает на это реагировать. Я сказала бодрость, у вас возникают ассоциации. И вы начинаете, о, бодрость, 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 так, был бодрый. Тогда
Все. И начинается прям, ну, как бы работа идет. Я предлагаю вам эту работу намного усилить. Это очень классная штука. Каким образом усилить? Когда я говорю слово бодрость, когда мы думаем о том, что мы хотим испытать бодрое состояние, что нам нужна бодрость для того, чтобы проснуться, для того, чтобы войти в новый день, бодро, активно составить планы или выполнить те планы, которые составили на ночь, на следующий день, бодрое состояние, оно поднимается. Да? Когда мы чувствуем себя бодрыми, вот если сейчас вы прямо это третье, что вы делаете вместе со мной прямо сейчас? Вы закрываете глаза и вы погружаетесь в свое тело. Вы представляете, как бодрость ассоциируется, где она в теле ассоциируется. Это называется телесными якоря. Ваш телесный якорь сейчас вы определяете. Ваш телесный якорь. На слово бодрость якорь вот так рисуется. Да? На слово бодрость. Где какие ощущения есть в теле. Вот люди, которые проходили со мной, я на семинаре давала это, кто проходил, говорили, что бодрость где-то у кого-то в груди, где-то по рукам течет, да, энергия, ощущение покалывания, мурашек, может быть ощущение тепла, прохлады, еще какие-то ассоциации могут быть, да. И когда вы чувствуете бодрость, вот вы концентрируетесь на том, что значит бодрость, да? И вы сконцентрированы, и сейчас отметьте для себя, где эти состояния возникают. Состояние бодрости еще раз. Вместе со мной вы прям можете закрыть глаза и почувствовать бодрость, 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 бодрость. Вы прям про себя повторяете или просто слушайте мой голос. Бодрость, бодрость, нужна бодрость. Я вызываю бодрость, бодрость, выйди наружу. Выйди наружу. И в этот момент, на самом деле, тело начинает уже играть. Вот видели, да, то есть начинается движение, начинается эта реакция на то, что вот, ну, на эти слова. Это на самом деле так работает. И наша задача этот телесный якорь в себе еще сильнее заякорить и усилить, чтобы можно было потом по этим ощущениям восстановить это. Смотрите, что вот бодрость. У меня в данный момент, я чувствую, начинается такое жжение и ощущение, так, я не знаю, притока энергии, крови, прилива, да, в кончик, вот полностью во всей ладони. Я начинаю прям подпружинивать, начинаю подскакивать на носки. То есть я уже в движении. Верхняя часть туловища начинает слегка двигаться. Но это не совсем якорь, да, но у меня уже движение пошло, потому что я человек очень активный, да, то есть двигаться. И у меня пошли мурашки, такое ощущение по краю стоп. Вы прям ассоциируете вместе со мной и попробуйте эти ощущения на себя тоже взять. Почувствуйте, как это для вас, какое для вас состояние. Начинается по краю стоп, по наружнему краю стоп, и по голени вверх пошли до уровня колена. Вот здесь вот у меня бодрость. И если я еще буду дальше продолжать, я уверена, что у меня по всем ногам. И вот у меня уже прям вот, движуха, бодрость. Я бодрая, 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 бодрая. И у меня добавляется еще активность в этот момент, да. Это второе состояние. Они у меня, получается, взаимосвязаны. Для вас это может быть немножко по-другому. Ваша задача выработать свой собственный телесный якорь состояния бодрости. Вот для меня это так. Что я делаю и что вы делаете прямо сейчас? Мой телесный якорь, я вот, например, записываю, вы записываете, что вы почувствовали, где какие ощущения. У меня получается, вы можете даже просто нарисовать, да? Вот у нас голова, шея, это плечи, руки. Так, это я ходила на правополушарное рисование Стива Лестера. Но мы учились рисовать портрет. Так, у меня пошло вот ладони. Ладони надо рисовать. Блин, жесть. Ладони, то есть у меня вот здесь, да? То есть ощущение здесь, я вот, например, рисую. Можно просто мурашки нарисовать. Я просто рисую стрелочками сюда, да? Можно нарисовать мурашки прям точками. Да? Вы можете просто писать в строчку там мурашки в ладонях. В ладонях. Пишу. Следующее, что еще? Верхняя часть туловища начала двигаться. Вот здесь вот такое движение нарисую. Это гибкость для меня, значит, да? Движение в верхнем плечевом поясе. Пишу. В верхнем плечевом поясе. Следующее, что еще у меня. И пошли здесь стопы, да? Вот здесь вот. Здесь. И пишу здесь, что жжение, покалывание. Жжение пишу. Но для меня покалывание тоже жжение по стопам и голени. Снаружи.
Вот, то есть это для меня вот такое ощущение, да, для кого-то по-другому будет. Но если вы можете поделиться, то есть в чем задача сейчас? Составить такое вот, ну, описание, то, где это в теле у вас скапливается. У каждого места есть, ну, как бы, у каждого состояния, у каждого слова на самом деле, у каждого, ну, то есть место определенное, место силы, слово бодрость, место силы, вот этого состояния бодрости, оно есть в теле, точно так же, как вы, когда работаете со своими внутренними частями, когда вы работаете вот психологически, это вот такая штука, которая просто потрясающая. Я узнала это на самом деле на суфийском курсе у Нарбекова. Кто там был? Мастерская «Успех», который проводит сам Нарбеков. Я говорю это не из психологии, я оттуда это взяла. Они отрабатывают 100 состояний. 100 состояний усиливают. Когда я пришла потом обучаться на НЛП, нам рассказали про такую штуку, что такое как бы якоря. Да? Я говорю, о, слушайте, прикольно. И то есть я начала ассоциировать. Мне кажется, что вот интереснейшая фишка работать именно с телесными якорями, потому что через тело мы все воспринимаем. Это вас приближает к самим себе. Это вам помогает настраиваться на питание, на ваши желания. Интуиция просто потрясающе развивается. Плюс вы начинаете управлять своими состояниями. К чему это приводит? Когда вы начинаете работать, это, например, сегодня вы записали, да? Когда я вам скажу, например, сейчас, прямо сейчас, вот мы уже отошли от этого, да, я даже не говорю вот это слово, которое, но сейчас, прямо сейчас, закройте глаза. Следующее, что мы делаем с вами, это 4. Пишу здесь. 4. Вы закрываете глаза прямо сейчас, и я говорю вам, а вы делаете это. Прочувствовать бодрость по прописанному, да, вы же помните, что вы написали, да, и прямо сейчас почувствуйте, начинают там мурашки, например, по ногам, я прям, вот представьте, что мурашки, вы же можете проассоциировать, что там мурашки побежали, потом в ладони сделали свои там покалывания, если у вас грудная клетка, под лопатками, еще где-то, может быть в шее у вас там бодрость, да, приподняться на носочки, например, для меня, да, подвигать верхней частью туловища. Все, я бодрость призвала, я призываю бодрость в свое тело, то есть, ну, чувствуете даже, как это изменяется голос, и потом вы это ощущение можете усилить. Вот попробуйте еще сильнее, да, то есть вы представляете, закрываете глаза, и вы еще усиливаете это, еще прям усиливаете, представьте, что еще сильнее мурашки именно по тем местам, прям распространяйте еще сильнее, 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 то есть вы представляете, как будто бы вы шкалируете эту бодрость, вы начинаете подниматься по шкале бодрости выше, 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 ваша бодрость, она на самом деле безгранична. Бодрость для кого-то совсем не бодрость для меня, например. Бодрость для меня для кого-то это состояние там, ну, проснулась, там, или еще, ну, как бы все очень сильно относительно. Вы можете сами сейчас управлять, владеть. И сильнее, сильнее, сильнее. Прям представляете, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее, еще. Прям представляете, что еще бодрость растекается по этим частям вашего тела, еще. И когда вы достигаете еще больше максимума, вы усиливаете еще в 10 раз. Прям представьте, в 10 раз еще сильнее вы чувствуете эту бодрость. И еще. И представьте, что прямо сейчас все эти частицы бодрости начинают прямо распространяться по всему вашему телу. По каждой клеточке вашего тела вы начинаете ощущать, как скользит, как снежный ком. Начинает распространяться вот бодрость. Представьте, как это происходит внутри вас. Как вы начинаете себя чувствовать? Насколько раскрывается ваша грудная клетка? Что вы уже, наверное, взлетели прямо над полом от бодрости от своей, да? Или начинаете думать, блин, что же надо делать? Такая бодрая или такой бодрый, как хочется что-то сделать. Почувствовали это ощущение? Представьте, да? Возможно, прямо сейчас вы, когда я говорю слово бодрость, начинаете ощущать где-то еще какие-то акценты новые, да? То есть что вы делаете? Прочувствовать, да, вот это? То есть мы накладываем, что делаем? Накладываем этот якорь, плюс усиливаем его в много-много раз, насколько вы способны. На самом деле для этого надо несколько минут, может быть 2-3 минуты, может быть меньше. Потом ваша задача, когда у нас проходил семинар, первая часть нашего тренинга, тренинг «Ресурсный потенциал», второй у нас «Безграничный потенциал» называется, я давала это ощущение, я считала до 10. Ваша задача будет потом до 10 досчитать, и вы уже в этом состоянии находитесь. Вот так. А там потом будет через щелк. Раз щелкнуло, и все, и вы в состоянии, о, бодрость. Отлично. И вы такие состояния сможете вызывать, если вы знаете свои якоря, телесные якоря. Вы управлять будете состоянием. Можно состояние бодрость. Бодрость. Где же бодрость? И вы будете такие, бодрость.
Сейчас я бодрость, бодрость, бодрость. Так, бодрость вспомнила, там бодрая была, там бодрая. Все, у вас тоже на самом деле состояние будет. А можно через тело намного быстрее. Вот прям вот в десятки раз быстрее. Если вы будете это практиковать, вы это поймете. Следующее что? Что вам нужно? Последнее – это практика. Все, это единственное, что вам нужно. Я предлагаю вам прямо сейчас, вот вы это сделали задачу, вы эту работу сделали, вы можете в течение дня несколько раз с этим поиграть, в течение дня 5 раз, например, по 1 минуте уделять внимание вот этому состоянию, по 2 минуты уделять этому состоянию и искать новые места в концентрации этого состояния бодрости. Найти это и записать. Вы должны это запомнить прямо наизусть. Мы с вами будем работать с каждым состоянием. С каждым состоянием. Там у нас было вдохновление, у нас была благодарность, у нас была влюбленность. То есть те состояния, которые просто необходимы. Эту программу я приобщу тоже в наш курс стирки внутренних органов и уменьшения талии, который мы встречаем утром. Это самое потрясающее упражнение, которое длится 3 минуты. В этот момент я запаковываю то же самое состояние. Вы на каждом вдохе будете вбирать в себя это состояние. Но для того, чтобы это научиться делать, чтобы за 5 выдохов и вдохов вам это научиться сделать. И точно так же я сейчас делаю на тренировках. Каждый раз на тренировках, когда мы делаем вдох и выдох, мы это состояние в себя имеем возможность вобрать. Мы отрабатываем на тренировке качества, которые необходимы. Мы выдыхаем все токсины, мы выдыхаем все то, что не нужно, и вдыхаем то, что необходимо. Но для этого нужно себя отработать, для этого себя нужно приучить к этому. Это на самом деле выстраивается вот так вот. Ваша задача просто научиться на этом фокусироваться, концентрироваться и это телом закреплять. Тело просто невероятно благодарная штука, которая вам дана. Я вам говорю, научиться владеть своим телом и владеть своим состоянием, и не только и физикой, но научиться владеть своей психологией, это вообще крутейшая штука. Все, вам будет подвластно вообще все, что вы хотите. Вы будете достигать любую цель, потому что вы раз, два, три, все, бодрость, активность, смелость, сила, состояние любое, которое вы хотите, и вы раз, все. Осанка это, и вы пошли там, классно, но вам надо это заикарить, научиться это заикарить, чтобы это у вас происходило прям вот так вот прям, да? То есть по одному щелчку пальца. Ваша задача отпрактиковаться, написать все эти якоря, описать это, добавить в ваше описание то, как это для вас, то, где для вас формируется этот якорь. Первое ваше задание, которое вы уже сделали. Вы дописываете то, где на данный момент, на данном этапе у вас есть ощущение. Эта страница будет скоплением бодрости, активности. Ну, это то, что взаимосвязано для меня вот именно так. Заряда, энтузиазма. Вот у меня это взаимосвязанные такие штуки. То есть у меня начинает уже одно накручиваться с другим. Я очень много с этим работала. У меня были качества прописаны, которые мне необходимы. Там было такое задание, надо было прописать кучу состояний, которые нужны. Сначала отрицательные, которые, может быть, есть, и им противоположные положительные. И у меня было состояние, оно у меня уже на устах. Просто вы же слушаете мои видео, вы знаете, как я говорю, насколько я быстро могу эти состояния, потому что я с этим работала очень много лет. То есть у меня как бы не то чтобы там этот язык, у меня привязано состояние. Я очень много раз их повторяла в своей жизни. У меня есть работающие для меня аффирмации, фразы, такие, которые имеют значение, которые меня вводят в определенное состояние. Просто произнося, я со мной это начинает происходить. Я предлагаю вам, это самый простой метод, который есть. Например, как будет завершаться ваше утро, как будет начинаться ваше утро. Я просто выписываю состояние, которое я хочу испытать за сегодняшний день, что мне нужно. Я думаю, что мы создадим еще, что я хочу. Я хочу, чтобы это было наше исследование, потому что мы только начали этим заниматься. Это связано и с питанием. Вот у меня есть такая штука, фишка, я хочу, чтобы вы меня поддержали. Интересно ли вам вообще стать исследователем в этой стезе? Вот у нас состояние бодрости будет 1 страница. Остальное уходит у нас в тренинг «Безграничный ресурс» и в программу для стирки органов. Если вы будете там, вы будете вместе с нами продолжать работать. Я буду эксклюзивно работать с теми людьми, которые уже подкручены, которым это интересно, которые будут с нами исследовать. То есть это такое видео, в котором вы пробуете, понимаете, насколько у вас получается, насколько это вам подходит, насколько вы увлечены этой идеей. Но моя основная идея — создать прям вот такой вот слепок бодрости, который подходит, который стандартный для всех, чтобы потом прям, вот знаете, состояние, например, 5 состояний с утра. Вот у нас, например, есть это упражнение
стирка органов. Мы там выдыхаем, делаем упражнения животом, и потом, когда мы вдыхаем это состояние, потому что самая сильная эмоциональная привязка идет, когда мы выдохнули, и мы там доводим себя до состояния, по сути, это умирания, смерти, и потом на эмоциональном таком подъеме мы делаем вдох и вдыхаем именно это состояние через якорь телесный. Вот такая штука происходит, и это просто невероятно мощнейшая штука. И когда мы якорим 5 состояний, 100% возникает, как это сказать, определенное блюдо, возникает определенный вкус к жизни, вот вкус к этому дню. И я думаю, что вот это будет очень интересное исследование. То есть, почему люди выбирают, например, именно эти 5 состояний, почему кто-то выбрал другие 5 состояний. Как, например, состояние влюбленности, если добавить вот в этот пакет состояний, как он изменит весь день. То есть я хочу вообще прям создать, какие состояния будут какой давать эффект достижения, ну, как бы того, что нужно. Потому что ну, если взять там бодрость, если взять активность, если взять силу, если взять могущество, состояние, какое еще классное состояние такое сильное, которое мне нравится, состояние действия, да? Представляете, да, что это получается? Это получается состояние такого реально человека, который продуктивно работает, да? А если сюда добавить состояние творчества, как меняется, да? Как меняется блюдо вот это, наше блюдо, из которого мы будем состоять, как меняется состояние, если добавить туда сексуальность, если добавить туда игривость, азартства, да? То есть это совсем другое состояние, это совсем другой день. И вот из этих состояний я уверена, что можно будет скомпоновать определенное как-то вкусняшку из тебя, которая будет вот именно в таком вот движении креативном проводить сегодняшний день, например, да? Или чтобы достигнуть вот этой цели, обязательно нужно будет вот добавить в себя вот это, вот это, вот это и вот это. Точно так же, как еду. Это то, как я предполагаю, едой двигаться. У каждой еды есть свой характер, у каждого характера есть своя еда. И точно так же, выбирая определенную еду, вы формируете определенный характер. Здесь просто невероятная способность управления собой. Я жду от вас обратной связи по этому поводу. Я жду от вас, насколько вам это понравилось. Понравилось, ставьте лайк. Делайте это задание, проносите его через день в течение нескольких раз. Мы с вами будем двигаться дальше, создадим пакет этих состояний, которые будут приводить нас просто в невероятное ресурсное состояние. И я приглашаю вас в наш курс «Стирка органов и уменьшение талии и бедер с утра», который будет вас классно просыпать. И я приглашаю вас на курс бодрой гимнастики, которую я снимала в Испании и на Кипре. Потрясающие виды, которые будут вас вдохновлять, заряжать. Я приглашаю вас в любой наш курс, в любой мой курс, который находится на сайте magiconfit.ru. И я жду вас на следующей тренировке моего Magic On клуба. Всем пока!